Сёма, ты пришел посмотреть, как распаковывают посылочку. Добрый день, друзья! Я получила еще одну посылку с орхидеями из Краснодара. Я вам рассказывала об этой группе ВКонтакте и оставляла все ссылочки под видео, где я заказывала орхидеи, какие орхидеи, как можно с ними связаться. И эта посылка непростая. После того, как я сделала 2 заказа, наверное, менеджер этой группы узнал меня на видео и предложил мне выбрать несколько орхидей в подарок. И я попросила 2 орхидеи не в самом лучшем состоянии. Я попросила, чтобы было пару орхидей или без корней, или с маленьким количеством листьев. Ну, в общем, не то идеальное, как я получила первый раз. Что-то в том состоянии, в котором нужно восстанавливать. Для того, чтобы вам показать, как нужно восстанавливать орхидею, даже когда вы ее получили в каком-то удручающем состоянии. Может быть, она долго шла, может быть, продавец ее отправил в хорошем состоянии. Но так как она долго находилась в посылке, с орхидеями может случиться все что угодно. Но я попросила изначально не лучшие орхидеи. 2. Что в посылке, я не знаю. Давайте с вами вместе откроем и посмотрим, что мне прислали. Ну, а все контакты этой группы и контакты их в соцсетях я, как всегда, оставляю в описании под видео. Сёма, это самая интересная часть программы. Открывание коробочки. Сёма, придешь помогать? Сёма. Вам опять газетки прислали. Ух, похоже, что тут не 2 орхидеи. Кстати, посылка опять пришла очень быстро. Я не знаю, какие это орхидеи. Будет на них написано что-то или не будет на них написано. Ну, давайте с вами смотреть. Даже без опознавательных знаков. То есть еще вот орхидея-сюрприз. Я бы не сказала, что это в плохом состоянии. Но единственная разница, здесь влажный торфстакан. А это для пересылок не очень хорошо. Есть темные корни. Но так я бы сказала, что это... Нет, все-таки это орхидея в лучшем состоянии, чем я думала. А вот я думаю, что это будет орхидея в размере 1,7. Вот. И даже без стаканчика. Вот это то, что я просила. Корни. Их просто нет. Их просто нет. Здесь остались одни сухие корешки, 3 листика. Давайте я вам сегодня не буду рассказывать, что в них плохо, а что в них хорошо, потому что это тогда видео будет очень длинное. А в следующем видео покажу нюансы каждой орхидеи. Плохие нюансы. Вот. Ну, это вообще не восстанавливается. Ну, попробуем. Какой-то микс. Есть корни, нет точки роста. Она была цветущей. Попробуем из нее получить детку. А вдруг получится. Мох тоже немножко влажный. Так, дальше. Ох, здесь что-то вообще рассыпалось в труху. Так, это
даже я убрать пока не могу. Так, ну что ж. Вот такое. Даже описывать сейчас не буду. Все будем с вами пробовать. Все будем пробовать восстанавливать. Ой, хотела отбросить, а тут оказалось, что тут две орхидеи. Все корни сухие, абсолютно все. Откладываем сюда же. Это у нас будут торфяные стаканы, а это маховые стаканы. И вот здесь все понятно. Корней практически нет. Вот здесь есть какие-то маленькие, небольшие, но зато есть листики. Я думаю, с этой орхидеей мы справимся. Тут уже набежали любители газеток. Еще одна орхидея в торфстакане. Написано красная. Ну, хоть будем знать. Да еще и листики в краб. Может быть, это фабрика. Все сухо. Корней нет. Нет, ни одного корня нет. Так, еще одна орхидея смотрим. Тоже отлично. Вот часто спрашиваете меня. Пришел такой малыш с плесенью. Что делать? Корней нет, ничего нет. И на листьях какие-то пятна. Мне прислали именно то, что я просила. Вы не думаете, что я что-то хорошее заказала, там отличное, великолепное. Нет, я именно вот такое и просила, чтобы было с чем поработать. Но я же не ищу легких путей. Никакого тургора у орхидей нет. Листики вялые. Ну, может быть, вот этот немножко в тургоре, но это совершенно немножко. Вот это у нас с вами предстоит работа. Вот это то, что я люблю. Так, а сейчас что здесь? Здесь тоже орхидея. Ну надо же. А это же кто? Это какая-то орхидея, посаженная в кору. Вот только что посаженная. Корней, по-видимому, там тоже нет. Ну, в общем-то, нет ничего. Так, и здесь какой-то горшок. И тоже орхидея. Боже мой, а это что такое? Боюсь даже рассматривать, что это и где это. Так, ну вот это единственное, что не дошло. И можно выбросить сразу, потому что вот такие вещи, вот такие орхидеи, они не восстанавливаются. Гниль идет снизу, от основания орхидеи. Листья все сгнивают, становятся желтыми от шеи. И наверняка даже при том, что она шла всего сутки, она не выдержала. Но я думаю, что здесь было изначально это. Так, сейчас посмотрим, были ли там корни. Ну, там и корней нет. Так, ну что же у нас получилось? Получилось у нас очень много. Так, ну это мы сразу выбросим. Ой, и грязи много. Так, раз, два, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10-я, которая без точки роста. Я, конечно, расскажу, что я с ней буду делать, но это так, 10%, что она что-то сможет нам дать, например, детку. Здесь больше ждать нечего. А вот все остальные орхидеи в следующем видео я буду рассказывать, как их нужно восстанавливать. Может, это видео будет не одно, потому что с этими работать надо по-другому. С вот этой орхидеей тут и сильных вопросов нет. Вот такие надо сразу пересаживать. Может быть, будет серия видео именно об этих орхидеях, как их восстанавливать. И сразу делаю плейлист для того, чтобы все об этих орхидеях было собрано в одном плейлисте. Давайте, чтобы не путаться, потому что я получила уже 7 орхидей в хорошем состоянии. Скорее всего, вот эту орхидею я переведу в тот плейлист, хотя я не знаю, что это. А вот остальные орхидеи мы будем с вами смотреть, как нужно с ними работать для того, чтобы восстановить эти орхидеи. Процесс будет сложный, долгий. Ну и, как всегда, результат мы узнаем чуть позже. И если вам интересен вот этот процесс, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале, и мы с вами очень постараемся восстановить эти орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Лаки. 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 Ух ты. Тебе не интересно? Нет, ей не интересны бумажки. Ну хорошо.